Итак, всем привет, и сегодня хотелось бы поговорить про ряды. Итак, есть у меня тут очень интересное обозначение, вот, восклицательный знак, типа самая база, потом там положительные ряды, далее знак чередующиеся и степенные. Ну, это так, не знаю. В целом, конспект тут довольно короткий, не то, что у меня был про производные. Ам, Давайте начнем с базы. Вот хотим мы складывать чиселки. При этом мы знаем, что они по какому-то определенному правилу их можно построить. Вот смотрите, например, 1 плюс 1 вторая, плюс 1 четверть, плюс 1 восьмая и так далее. Ну, это, кстати, будет равно 2. Что тут можно заметить? Можно заметить, что каждый член меньше предыдущего в 2 раза. И можно это записать вот таким образом. 1 делить на 2 в степени n. То есть для n равного нулю получаю 1 делить на 2 в нулевой, то есть единица. Потом 1 делить на 2 в первой, то есть 1 вторая, 1 четверть, 1 восьмая и так далее. Ну и, кстати говоря, вот известно, что эта сумма будет равна 2. По сути, нас что интересует самое главное в рядах? Вот ряд, по сути, это бесконечная сумма. То есть вот, что бесконечность слагаемых складывается, и есть такой интересный момент. Такая сумма либо может быть равна конечному числу, вот как здесь, например, 2, либо там, не знаю, миллион, либо единица. Там есть, например, там известный ряд, который равен π квадрат на 6. Ну, то есть вообще там, ну, может быть конечное число, а может быть бесконечность. И сегодня мы как раз будем говорить о том, как вот для таких всяких рядов определять, равны они конечному числу или бесконечности. Ну, кстати, не обязательно именно бесконечность, но вот есть такое понятие расходятся или сходятся. Если сходятся, значит равны конечному числу. Если расходятся, то они там либо стремятся к бесконечности, либо они там могут прыгать туда-сюда, такие тут, и никакому числу не приходить по итогу. Ну, самый базовый, самый главный признак, который обязателен, чтобы была хотя бы надежда на то, что ряд сходится, что предел при n стремящемся к бесконечности n равен нулю, то есть что бесконечный член где-то там вот, то есть вот начинаются мои члены, что на бесконечности он устремляется к нулю. Ну, мы видим как раз-таки, что они уменьшаются, значит, в этом случае как раз это будет выполняться. Вот оно и равно конечному числу. Вообще этого недостаточно, то есть есть ряды, у которых предел n будет равен нулю, но они не сходятся. Но я думаю, очевидно, что это должно быть так. То есть вот представьте, у нас есть какие-то члены идут, потом идет, ну, допустим, предел там 1/10. Значит, я каждый раз буду прибавлять по 1/10. Соответственно, ни к какому конечному числу это стремиться не будет, это будет уходить в бесконечность. Вот. Ну, и была бы не 1000, не 1/10, была бы 1 миллионная, 1 гуглплексная, там, я не знаю, все равно. У меня бы потихоньку капало, все равно к чему-то приходило бы. Нужно, чтобы именно предел был равен нулю. Давайте еще разберемся насчет операций. Вообще, что я могу делать с рядами? Ну, опять, давайте не усложнять. У нас это просто сумма. Вот представьте, у нас есть сумма, какие-то n-ные. Там, вот, например, двойка есть у каждого из этих членов. Ну, у нас как было в сумме? Типа, например, 2 умножить на 3 плюс 2 умножить на 5. Там, и я могу двоечку эту за скобки вынести без проблем. У нас же это все-таки тоже сумма, поэтому что мешает мне точно так же сделать? Просто из всех этих слагаемых за скобки вынести двойку. Ну и поэтому можно записать вот так вот. Ну, не обязательно двойка, просто какое-то число, константу, которая не зависит никак от n, можно выносить за знак сумма. Если у меня есть сумма, а внутри нее еще сумма, то есть какие-то n и bn, я могу ее разбить на две суммы. То есть представьте, я бы расписал, у меня было бы там А1 плюс Б1 плюс А2 плюс Б2. Я могу отдельно пособирать АН и отдельно пособирать БН. Ну, если мне вдруг это нужно будет. Вообще это нам вряд ли тут сейчас пригодится. Хотя вот это может и нужно будет. Далее. Есть такая штука, можно от суммы отщипнуть несколько членов. То есть вот представьте, вот у меня есть 2 в степени n. Я могу записать, что там начать писать 2, 4. Потом написать, что дальше это будет равно сумме от n равного 3 до бесконечности 2 в степени n. То есть представьте, дальше было бы 2 плюс 4, там плюс 8 плюс 16. И просто для чего-то мне нужно было вот эти два выписать, а это уже можно как отдельную сумму записать. Ну, либо можно было бы, кстати, записать это по-другому, эту же самую сумму. Типа как сумма тоже от n равного 1 до бесконечности. Ну вот чтобы при подстановке единички получалось
восьмерка, то есть тут n плюс 2. То есть, ну, по сути, эти две записи означают одно и то же. Тоже тут было бы 2 в кубе, потом 2 в четвертой, 2 в пятой и так далее. Далее. Если у нас есть какой-то ряд, вот, например, я вот этот записал ряд, сказал, что он равен 2. А есть еще другой ряд, у которого все члены меньше, чем у данного. Вот здесь, например. Там 1/2 меньше, чем 1. 1/3 меньше, чем 1/2. 1/5 меньше, чем 1/4. И каждое слагаемое, если меньше, чем у вот этого ряда, который точно сходится к конкретному числу, значит, этот ряд будет меньше того, а значит, он тоже будет сходиться к какому-то конкретному числу. И, кстати говоря, мы опять же говорили про то, что можно члены отщипывать. То есть я говорю, что не обязательно могло бы быть оно, ну, полностью все члены меньше, а могло бы быть здесь в начале, к примеру, идти, ну, ряд даже вот точно так же, как тот. Вот, отщипнул бы эти члены и сказал бы, ну, типа, здесь 1, 1/2, эти две части одинаковые, а вот начиная отсюда они уже... Вот этот второй точно меньше, чем первый. Соответственно, я говорю, что как тот сходится, так и этот сходится. Если я отщипываю от ряда какое-то конечное число слагаемых, то я говорю, что это не влияет на сходимость ряда. То есть, например, если у меня, вот представьте, были какие-то члены, равны они там миллион, например. Блин, много нулей, слишком, нафиг мне миллион. Плюс там еще что-то. Если это равно бесконечности, то, значит, вот эта вот оставшаяся часть равна бесконечности. Если это было равно там какому-то конечному числу, например, там 1,000,001, то, значит, вот эта штука равна единице. То есть то, что я отщипнул отсюда миллион, никак не повлияло на то, сходится мой ряд вообще в принципе или не сходится. И если у меня есть ряд, который я точно знаю, что он расходится, вот, например, вот такой ряд, мы будем дальше про него говорить, кстати, то если я увеличу каждое из этих слагаемых, то я тоже понимаю, что ряд, конечно, будет расходиться. Это, кстати говоря, тоже называются сравнительные признаки. То есть я могу сравнить ряд с другим рядом и сказать, что вот если меньший ряд расходится, то и больше будет расходиться. А если больший сходится, значит и меньше будет сходиться. Есть еще вот такая штука. Если у нас есть два каких-то ряда, там n и bn, я могу предел их при n стремящемся к бесконечности найти. Если он равен конечному числу, значит эти два ряда ведут себя на бесконечности одинаково. Ну, представьте, там, к примеру, будет вот один ряд, там что-то шло, к примеру, там через миллиард членов, ну, то есть бесконечность это же так, условное понятие, я просто говорю там, ну, условно, на миллиарде членов уже они будут вести себя там одинаково, или там на гугле членов, вообще на каком-то очень гигантском числе, но это все-таки конечное число, поэтому я могу откинуть. Потом будет, ну, например, здесь 0,1, там 0,1, опять же. А здесь будет вот столько же число членов я отщипнул, например, но будет там 0,2. Ну, в данном случае я вижу, что я постоянно одно и то же число прибавляю, соответственно, что этот ряд условно будет расходиться, там, что этот будет расходиться. Если вот эти числа никак не уменьшаются и не стремятся к нулю. Если они там оба стремятся к нулю, то, соответственно, что тот ряд будет сходиться, что этот будет сходиться. То есть, если есть какое-то конечное отношение у членов там на бесконечности, значит, они ведут себя одинаково. Ладно, давайте перейдем. Вот нужны некоторые базовые примеры, которые нам нужно знать и понимать. Вот есть, например, геометрическая прогрессия. То есть вот сумма q в степени n. То есть, к примеру, там 1 плюс... Ну, как вот здесь, это как раз была уже геометрическая прогрессия. Когда каждый член больше предыдущего в какое-то определенное число раз. Я говорю, хорошо, если у меня модуль q меньше единицы, то я получаю, что предел q в степени n равен нулю. Ну, в принципе, вопросов нет. И как бы все, они там к нулю устремляются. Я даже могу точно и четко и ясно найти сумму. Если я умножу вот это выражение на q, то я получу, что оно равно q плюс там q в квадрате плюс q в кубе и так далее. То есть то же самое, как наш исходный ряд, но без вот этой единички. То есть я получаю, что s умножить на q это то же самое, что s минус единицу. И я могу решить уравнение, найти s и получить, что s равно 1 делить на 1 минус q. Например, при q равном 1/2, как у нас было вот в том примере, сумма будет равна 2. Когда q
модуль q меньше единицы, все хорошо. Если у нас модуль q равен единице, то вот, например, q равен единице. Соответственно, просто будут складываться бесконечные единички, получится бесконечность. Если q равен минус единице, у нас будет вот такая фигня происходить. Постоянно прибавляться единичка, убавляться единичка. То есть оно не уходит в бесконечность, но оно ни к чему не стремится. То есть будет 0, 1, 0, 1, 0, 1. И оно ни к чему не приходит. Соответственно, предела нет. Когда модуль q больше единицы, то тут даже просто предел qn уже равен бесконечности. Ну, то есть число больше единицы, если в бесконечную степень возвести, то будет бесконечность. Вот. Как-то так. Ну, вообще мы говорили, что вот такого в целом условия это недостаточно. Мы будем разбирать, какие еще бывают условия, что вообще может еще происходить. Но в данном случае как бы оказалось достаточно. Я смог даже вывести четкую формулу для суммы. Но у нас будет один признак, по которому мы как раз-таки вот это вот все выведем. Итак, один из таких еще эталонных рядов, с которыми обычно что-то там сравнивают. Его мы тоже, кстати, будем показывать дальше. Почему именно такие вот значения. Все равно я примеры не показываю, поэтому я мог бы и сразу доказательства для этого ряда показывать. Ну ладно. В общем, есть вот такой ряд. Сумма 1 делить на n в степени альфа. И для разных альфа этот ряд может либо сходиться, либо расходиться. Ну, вообще это называется гамма-функция. Такая штука. При альфа меньше 1, все окей. У нас получается конечная сумма. Например, вот если у меня будут квадраты, как вот здесь я написал, это будет равно там π квадрат на 6. Для целых альфа в целом известное значение. Для четных особенно там вообще есть явная формула. Вот. Если альфа меньше единицы, у нас получается расходящийся ряд. Если альфа равно единице, тоже получается расходящийся ряд. Но тут, кстати, нам важно понять, почему при альфа равно единице ряд расходится. А при альфа меньше единицы уже можно по признаку сравнения понять, что он будет тоже расходиться. Ну, то есть все вот эти слагаемые будут больше, чем вот эти. Поэтому уже будет понятно, что тот будет тоже расходиться. Вот есть такое интересное доказательство. Есть у нас ряд гармонический, он называется, когда там, ну, когда знаменатели возрастают на единичку. Вот это называется еще обобщенный гармонический. Вот запишу второй ряд. 1 плюс 1 вторую плюс дважды 1 четверть. То есть, ну, от 1 второй до 1 четверти я пишу 1 четверть. Потом пишу 1 восьмую. Потом там будет вплоть до 1 шестнадцати я могу 1 шестнадцатую писать. Ну, короче, в чем суть? У меня будет единичка, потом 1 вторая, потом будет постоянно накапливаться по 1 второй. Здесь дважды я взял 1 четверть, соответственно, это будет в сумме 1 вторая. Здесь я 4 взял 1 восьмую, соответственно, в сумме тоже будет 1 вторая. Потом там 8 раз возьму 1 шестнадцатую, будет 1 вторая, и так далее, и так далее, и так далее. Постоянно будет по 1 второй накапливаться, соответственно, ряд ни к чему не будет сходиться. Значит, он будет равен бесконечности, ну, расходиться будет. И вот этот тоже будет расходиться. Ну и можно тогда понять, что вот эти ряды тоже больше, чем гармонические, значит, они тоже будут расходиться. Но мы потом будем все равно это показывать. Теперь давайте разбираться с положительными рядами. Основных признаков для положительных рядов 3. Есть вот такой признак Даламбера. Я говорю, что меня интересует предел при n стремящегося к бесконечности n плюс 1 к n. То есть я спрашиваю, каково отношение последующего члена ряда к нынешнему? То есть увеличиваются ли члены ряда или уменьшаются? Ну, по сути, я тоже пытаюсь как бы геометрическую прогрессию такую понять. Ну вот у меня же здесь увеличивались члены. Там я спрашиваю вот на бесконечности. Я пытаюсь оценить, можно ли оценить ряд как геометрическую прогрессию. То есть что каждый последующий член будет там во сколько-то раз больше там, или меньше предыдущего. Соответственно, если L больше 1, то значит фигня. Значит ряд расходится. Ну и я думаю, вам очевидно, что даже вот тот предел n, стремящегося к нулю, не будет выполняться. Ну, потому что будет постоянно возрастать значение. То есть будет там, например, если бы у нас было там 0,1 тысячная, она бы возрастала, было бы там 0, там и 2 тысячные, например, или сколько-нибудь. Потом еще возрастало бы. То есть к нулю это никак не могло бы стремиться. Это на бесконечности все равно увеличивалось бы постоянно.
Так что, если следующий член ряда больше, чем нынешний, то о какой исходимости вообще может идти речь? Если L равен 1, то мы не можем знать, сходится он или расходится. Ну вот, к примеру, смотрите. Это ведь на бесконечности получается, что члены как бы равны, они стремятся к тому, чтобы быть равными. Но на деле же на пути они там, ну, непонятно, как они себя ведут. Либо они могут вот с коэффициентами, приближающимися к единичке, сверху относиться друг к другу. То есть, что каждый последующий чуть-чуть больше, чем предыдущий. Тогда, соответственно, речь идет о расходимости. Либо может быть наоборот, что там члены будут каждый чуть-чуть меньше, но на бесконечности они как бы становятся равны, но на деле не равны, на самом деле все равно будет там какая-нибудь разница между ними, что последующий будет капельку-капельку меньше. Тогда они, может быть, будут относиться к сходящимся рядам. Ну и, кстати говоря, для АН вот такой случай все равно будет, ну, при n стремящемся к бесконечности, вот в таком случае, скорее всего, все равно будет АН равно нулю. И вот поэтому нам вот того недостаточно. То есть АН равно нулю, это значит, что члены на бесконечности точно не увеличиваются. Но могут ли они быть неизменными? Мы этого не знаем. Вот, например, гармонический ряд. Для него будет выполняться, да, что АН действительно, ну, то есть вот 1 делить на n, если там альфа единичка равна, предел 1 делить на n при n стремящемуся к бесконечности, но он равен нулю, да. Но члены как бы они уже там ведут почти одинаково будут выглядеть. То есть там 1 миллионная, 1 тысячная, ладно, 1 тысяча первая. Представьте, там еще больше нулей добавить. Вообще это почти 2 равных числа будет. И получается как бы, что ряд по итогу и расходится даже. А если L меньше 1, значит члены уменьшаются, значит все хорошо. То есть, ну, на бесконечности точно они постоянно будут уменьшаться. Соответственно, такой ряд будет сходиться. Вот, к примеру, есть ряд там 1 делить на n факториал. Ну, то кто там знает ряды Тейлора, вы узнаете, вы помните, что вообще эта штучка равна e. Ну вот давайте проверим, будет ли такой ряд сходиться или расходиться. Ищем предел при n стремящемся к бесконечности. 1 делить на n плюс 1 факториал делить на 1 делить на n факториал. Получаю предел при n стремящегося к бесконечности n факториал делить на n плюс 1 факториал. То есть предел 1 делить на n плюс 1. То есть он равен нулю. То есть, ну, можно догадаться, что в целом действительно это будет так. Потому что, ну, что ж такое факториал? Я буду каждый раз уменьшать дробь в n раз. То есть вот здесь я в 2 раза уменьшил, здесь в 3 раза, в 4, в 5. А на бесконечности я уже буду каждый раз дробь уменьшать в бесконечность раз. Ну, конечно, уже там каждое последующее слагаемое будет бесконечно мало по сравнению с предыдущим. Другой интересный признак, который изучают, называется радикальный признак. Для этого нам нужно найти корень n степени от n при n стремящемся к бесконечности. И схема здесь точно такая же. L меньше 1, значит все окей. L равен 1, значит ничего не понятно. L больше 1, значит ряд расходится. Зачем нам вообще искать корень n степени? Оказывается, мы тоже хотим попытаться понять, будет ли ряд являться геометрической прогрессией. Ну, вроде бы считается, что вот этот признак как-то получше работает чаще всего. Но в целом обычно нам нужно просто смотреть, какой из них применить удобнее. Вот видите, там будет пример, например, в n степени. То есть нам логично, что там будет удобно извлекать корень n степени. А здесь n факториал, но здесь n степень неудобно будет извлекать. Мы не сможем посчитать. Ну, либо сможем, но это будет тяжелее такой предел считать, чем просто там поделить n плюс первый член на n. То есть чаще всего выбор признака зависит просто от того, как сама конструкция выглядит. Ну вот смотрите. Корень n степени равен L. Если я возведу обе части в n степень, получается, что n равно L в степени n. То есть буквально геометрическая прогрессия. Ну и то есть на бесконечности эта штука будет вести себя как геометрическая прогрессия. Я спрашиваю, какое мое значение L? То есть будет ли это там... Ну, если это единичка, я говорю, соответственно, единичка, единичка, единичка. Ну, я не знаю, что там вообще из этого выйдет. Если там это число больше единицы, значит, это будет уже, например, вести себя как там 2, 4, 8. Постоянно будут члены увеличиваться. Тоже фигня. А если члены уменьшаются, например, там 1/2, 1/4, ну, на бесконечность. Не то, что прям 1/2, 1/4, а как бы в 2 раза меньше, потом еще в 2 раза меньше, еще в 2 раза меньше.
тогда я понимаю, что этот ряд уже будет сходиться. Я бы даже, может, это здесь по-другому переформулировал, типа, там, ну, смотрите, была бы 1/2, например, в бесконечной степени, потом 1/2 в бесконечность плюс 1 степени, ну, типа, как бы это уже какие-то бесконечно малые числа, но мне понятно, что вот то будет в 2 раза меньше, чем предыдущее, ну, и поэтому, типа, уже ряд будет сходиться. Там, если бы наоборот было там 2 и тут 2, значит, длина увеличивались бы. Ну и, то есть на бесконечность это реально будет, получается, выглядеть как геометрическая прогрессия. Вот, например, вот такой ряд я хочу понять, сходится он или расходится. 5 в степени n делить на n в степени n. Ну, тут, кстати, должно быть, наверное, логично, что пятерка это как бы как константа, и n в степени n, ну, конечно, там бесконечность в бесконечной степени, конечно, будет побеждать на бесконечности. Ну, вот я ищу предел при n, стремящегося к бесконечности. Корень n степени из 5 в n делить на n в n. Корень n степени благополучно извлекается, я получаю, что предел равен нулю. Значит, что, опять же, каждый последующий член в бесконечное число раз меньше будет, чем предыдущий, как у нас было и в том примере. Далее есть такой интересный признак, называется интегральный признак. То есть, когда я могу ряд сопоставить с интегралом. Интеграл это, ну, не всегда проще считать, но в некоторых случаях более предсказуемо, как нам посчитать интеграл, чем определить, сходится ли ряд или не сходится. Есть определенные критерии, когда мы можем использовать это. Нужно, чтобы члены ряда уменьшались. Ну, либо сама функция, чтобы она уменьшалась. То есть я как бы, что я хочу сделать? Я говорю, к примеру, у меня есть n, там равное, не знаю, 2 в степени n. То есть это какие-то числа, я могу сюда целые n подставлять, например, там 1, 2, 3, 4. Я говорю, пускай у меня есть f от x, которая выглядит вот точно так же, просто я вместо n подставляю x, но она обобщается уже на любые числа. И вот, чтобы вообще можно было говорить о какой-то сходимости и применять этот признак, мне нужно, чтобы мои слагаемые уменьшались. Либо что то же самое, чтобы просто моя функция уменьшалась. Ну и опять же, мы говорили, что можно отсечь конечное число слагаемых, то есть не обязательно прям с самого нуля функция должна убывать, или там слагаемые убывать. Я говорю, может быть, с какого-то слагаемого, вот, например, вот эти я отсек, здесь слагаемые возрастали, вот отсюда они начали убывать. Значит, тогда там этот признак я могу применить. Ну или можно с функцией сделать то же самое. Сказать, что вот функция, в которой я там n заменил на x, у нее с какого-то момента просто производная должна быть меньше нуля. Просто лишь бы у нее на бесконечности производная была не положительна, а отрицательна. Тогда там этот признак без проблем можно применять. И в чем вообще суть? Суть в том, что интеграл и ряд будут одинаково вести себя. Одинаково у них будет. Либо они оба сходятся, либо они оба расходятся. Давайте разбираться вообще, почему так. Вот представьте, есть у меня функция f от x. Ну, опять же, убывающая функция. Убывающие мои слагаемые есть. Я говорю, ну, к примеру, вот. То есть могло бы быть не с нулевого слагаемого, не от нуля идти. Ну, вот, допустим, я взял от нуля. Вот давайте я вот в нуле, вот здесь возьму вот это значение своей функции и построю вот такой вот прямоугольничек. То есть его площадь будет равна 1 умножить на n. А у функции в этой точке, в этом же промежутке площадь будет меньше, так как функция убывающая. То есть здесь это постоянным будет значение, здесь она убывает. Значит, площадь у функции на этом промежутке будет меньше. Аналогично на этом тоже. У функции будет меньше площадь, чем если бы я взял просто член ряда этот же. И получается, что сумма от нуля до бесконечности больше, чем мой интеграл. При этом сумма от 1 до бесконечности будет меньше. Почему? Потому что я говорю, вот, допустим, я беру вот эту точку теперь и провожу вот сюда обратно. То есть функция моя была убывающая от 0 до единицы, соответственно, здесь получается вот этот лишний кусочек, на который площадь будет больше, чем просто вот это вот слагаемое. Ну и для каждого аналогично. Типа площадь вот такая будет больше, чем просто площадь n этого. И тогда я получаю, что у меня просто зажат интеграл между двумя суммами. Ну и
Если вот это сходится и вот это сходится, то, соответственно, вот это тоже будет сходиться. Если вот это расходится и вот это расходится, то вот это тоже будет расходиться. Промежуточной ситуации не может быть, потому что, ну, вот эти две штуки отличаются просто на одно слагаемое. Я же говорил, что я могу откидывать от суммы конечное число слагаемых, и это не влияет на ее расходимость. Вот, например, как раз-таки наш обобщенный гармонический ряд можно таким образом показать, когда он сходится, когда расходится. Я могу его записать как интеграл от 1 до бесконечности делить на x в степени альфа dx. Но опять же, я говорю, здесь не обязательно могло бы быть единица, просто вот тут вот единица. Могло бы быть 3, могло бы быть 5, просто тогда бы я интеграл брал от 3. Кстати говоря, интеграл можно было бы даже брать, мог бы сумму от 3 писать, а интеграл все равно от единицы. То есть, ну, опять же, у меня конечная площадь какая-то, на конечной площади не отличались бы, и все равно расходимость у них была бы одинаковая. Ну окей. Еще интеграл от 1 до бесконечности 1 делить на x в степени альфа, либо же x в степени минус альфа. Если альфа равно единице, то я получаю, что это просто 1 делить на x. Интеграл будет равен логарифм x, соответственно, подставив границы, я понимаю, что это расходится. Ну, то есть, вот помните как раз-таки тот случай, когда у нас был просто гармонический ряд. Гармонический ряд расходится. Если альфа не равен единице, вот получаю первообразную, x в степени 1 минус альфа делить на 1 минус альфа, подставляю границы. Вот здесь предел x, стремящегося к бесконечности, и минус там конечное число какое-то. Если альфа больше единицы, вот этот показатель степени будет отрицателен, то есть x в бесконечной степени переметнется в знаменатель. А значит, это все будет равно нулю. Тогда ряд сходится. Если альфа меньше единицы, значит, показатель будет положителен, x тусуется вот здесь, бесконечное какое-то число будет в положительной степени, и, соответственно, в этот предел будет равен бесконечности, и интеграл расходится, и ряд тоже расходится. Хорошо. Переходим теперь к знакочередующимся рядам. Представьте, что у нас есть ряд какой-то, в котором у каждого числа разный знак. То есть был плюс, потом минус, потом плюс, опять минус и так далее. И если у меня модули чисел постоянно уменьшаются, и если предел у n равен нулю, то этого уже достаточно, чтобы сказать, что ряд сходится. И причем, чтобы сказать, что его значение будет меньше, чем у первое. Смотрите, почему. Вот представьте, у нас есть у первое какое-то. Потом я говорю, я отнимаю от него у второе, которое меньше по модулю, чем у первое. То есть, ну, оно до нуля не дойдет, оно будет где-то тут. Потом я прибавляю опять число какое-то, которое меньше, чем у второе. То есть уже вот до сюда я не дойду, будет где-то тут. Потом, опять же, следующее слагаемое уже будет выше, чем там вот это. И оно постоянно будет приближаться к какой-то конкретной линии. И в пределе уже вот эти отклонения будут бесконечно малы, равны нулю. И поэтому я приду к какой-то конкретной сумме. Например, вот такой ряд есть. 1 минус 1 вторая плюс 1 треть минус 1 четверть и так далее равно логарифму 2. Причем, кстати, мы говорили, что гармонический ряд, то есть тот же самый ряд, но у которого все слагаемые положительные, он расходится, то есть равен бесконечности. Вот такие ряды, у которых знакочередующийся ряд равен конечному числу, а положительный ряд равен бесконечности, они называются условно сходящимися. Потому что, смотрите, это означает, что, по сути, и положительные слагаемые, и отрицательные слагаемые, они по отдельности бесконечны. И вот эта сумма, она как бы получается на честном слове. То есть, если я переставлю слагаемые, буду, к примеру, брать 4 слагаемых из положительной суммы, потом отнимать одно из отрицательной. Потом опять 4 из положительной. Тут, кстати, почему-то я 3 взял, ну ладно. Потом одно из отрицательной. Мне очевидно будет, что положительные будут постоянно перевешивать. Поэтому эта штука будет расходиться. Если бы я взял отрицательных, наоборот, больше, то он бы к минус бесконечности стремился. И поэтому для знака чередующихся рядов мы говорим про такую штуку, как абсолютная сходимость, либо условная сходимость. Если ряд сходится абсолютно, то его члены можно переставить как угодно, и от этого ничего не изменится. Ну вот, смотрите, вот такой пример. У меня есть сумма минус 1 в степени n плюс 1 делить на n в квадрате. Степень n плюс 1 меня просто интересовала, я хотел, чтобы вот тут был не минус, а плюс. Так, по сути, для знака чередующегося неважно, n плюс 1 тут или n, или что тут, просто мне важно, чтобы вот эта вот минус единичка фигурировала
там в степени n. Я говорю, хорошо, модули уменьшаются постоянно. Но опять же, они могли бы уменьшаться с какого-то члена. Я мог бы конечное число слагаемых откинуть. И к тому же предел прям стремящегося к бесконечности равен нулю. Ну, вот. Вот эта штука, она колеблется постоянно, там -1, 1. А вот эта штука точно бесконечность, поэтому она там, неважно, плюс или минус 0, но это 0. Ну вот, я как раз показал, что вот для знака чередующегося ряда я говорю, что вот эти все достаточные признаки выполняются, соответственно, он сходится. Но я хочу узнать, сходится ли он абсолютно или условно. По факту, для работы с рядами нам тут это не важно, но это обычно просто делают. Это для других операций там имеет значение. Можем ли мы переставить слагаемое, чтобы не изменить сумму или нет? Соответственно, я говорю, что если взять положительный ряд, то его сумма равна π квадрат на 6. То есть, ряд сходится. Можно было бы проверить, но как раз это вот там обобщенный гармонический ряд. Я говорю, что альфа больше 1, значит ряд сходится. Все, как бы вопросов нет. Соответственно, раз ряд сходится, значит я могу сказать, что отдельно сумма отрицательных членов, как вот здесь вот были, там -1/4, -1/16, я могу отдельно их сумму посчитать и отдельно сумму положительных членов. И сумма моего исходного ряда там будет равна сумме положительных членов минус сумму отрицательных. Получается π квадрат на 12. И как бы я эти члены не переставил, то есть если я буду брать, к примеру, 3 члена там положительных, 1 отрицательный, опять 3 положительных, 1 отрицательный, все равно сумма останется точно той же. Потому что по отдельности и сумма отрицательных, и сумма положительных, она имеет конкретное четкое значение. Хотел бы тут пару моментов уяснить. Во-первых, вроде бы нас интересует, чтобы модуль был равен нулю. То есть, на самом деле мы не должны думать о каких-то там колебаниях. То есть мы бы написали просто без вот этой -1 в степени n. Просто 1 делить там на n в квадрате, и это предел равен нулю. Нас в любом случае интересует просто, чтобы модуль стремился к нулю. То, представьте, не стремилось бы к нулю, и что бы мы получили? Либо отрицательное, либо положительное число, плюс-минус там что-то. Фигня же. И, по сути говоря, когда мы говорим о сходимости условной или абсолютной, мы просто смотрим на сходимость положительного ряда. Потому что он как бы в себе уже скрывает вот эти два. Смотрите, если хотя бы один из этих двух расходится, хотя как будто скорее либо оба будут сходиться, либо оба будут расходиться, но все-таки, если хотя бы один из них расходится, равен бесконечности, то и вот этот будет расходиться. А значит, уже я смогу переставить слагаемое как-то, чтобы поменять сумму. Если оба сходятся, оба равны конечному числу, то и этот тоже будет, так как он является суммой этих двух, то он будет тоже равен конечному числу. Дальше хотелось бы перейти к степенным рядам. Степенные ряды – это ряды, где n это какой-то там коэффициент cn, то есть штука какая-то, которая зависит от n, умножить на x минус x нулевой в степени n. Просто x нулевой – это точка какая-то. И вот, к примеру, у меня есть ряд, там x в степени n делить на n факториал. Соответственно, я говорю, если я подставлю вместо x положительное число, то есть если скобка вот эта вот целиком будет положительна, то это значит положительный ряд. Если скобка целиком будет отрицательна, значит это знакочередующийся ряд. То есть вот я могу опять эту -1 в степени n вынести. И есть такая интересная штука для степенных рядов, которая называется радиус сходимости. Вот смотрите, к примеру, функция x в степени n, она будет сходиться, если x лежит в диапазоне от -1 до 1. Если больше 1, значит расходится, если меньше 1 расходится. И как бы x, у меня как будто x минус 0, то есть вот около этой точки 0, я могу что туда на 1 пройти, что сюда на 1. И все, вот есть радиус сходимости равный единичка. То есть я могу от нуля отступить на единичку в обе стороны. Есть пару интересных моментов насчет этого. Во-первых, для меня ощущается странным, а почему радиус сходимости в обе стороны одинаковый? То есть, знаете, ощущается так, будто вот положительный ряд, там, допустим, чиселки растут, а отрицательный, может же, члены будут как-нибудь себя уравновешивать, там, я не знаю, все-таки положительный, да, окей, там он ушел, бесконечности ушел, но отрицательные вдруг они будут как-то больше там друг друга перевешивать, там, я не знаю, и, по радиусу они бы дальше ушли, почему нет?
Но оказывается, что нет, разница может быть максимум в одну точку. То есть, может быть, к примеру, там у отрицательного там в минус единицу оно вот тут будет сходиться, а в единице расходиться. Ну, причем наоборот, по идее, не будет. Ну, либо может в обеих из этих точек расходиться. Тут уже в чем суть? Сейчас будем смотреть вообще, откуда у нас этот радиус сходимости берется и кто он такой. В общем, что мы видим? Когда и модуль x меньше единицы, у нас вот ряд без проблем сходится, и все, вот конкретная сумма есть. Когда x больше 1, вот, к примеру, 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8, очевидно, это к бесконечности уходит. Когда x меньше 1, наши члены растут по модулю, и нет такого, чтобы оно стремлялось к бесконечности или еще к чему-то. Просто я говорю, ну вот я даже примерно по масштабу пытался соблюсти. 1, потом минус 2, плюс 4, минус 8, плюс 16, там еще. Получается у нас вот такая нарастающая амплитуда, и оно будет вот так вот из минус бесконечности скакать в плюс бесконечность. По сути, вообще, как мы этот радиус сходимости ищем? Что мы вообще хотим? Ну вот опять на данном же примере, где у нас, допустим, радиус сходимости равен единице. Смотрите, в точках, где ряд расходится, вот в наших там признаках интегрального Даламбера L будет больше единицы. То есть, если он расходится, значит там уже точно члены нарастают. В этих точках минус 1 и 1, то есть на расстоянии от центра в радиус сходимости, L будет равно единице. То есть вот как раз-таки тот случай, когда наши признаки Даламбера и радикальный, они не помогают. А когда вот в этом диапазоне, то все без проблем сходится, все четко и ясно. И вот такая схема отвечает сразу на несколько вопросов. Во-первых, как мы должны искать радиус сходимости? Ну, это буквально те точки граничные, на которых L равно единице. То есть, если я возьму, вот представьте, я подставлю сюда число по модулю больше, логично, что уже ряд начнет расходиться. А если меньше поставлю, то логично, что он уже начнет сходиться. То есть, с одной стороны, нам понятно, как искать радиус, нам нужно просто L-ку эту к единице приравнять. А с другой стороны, нам понятно, почему, когда мы нашли радиус сходимости, нам нужно будет все равно точки минус 1 и 1, ну в данном случае, проверять отдельно. Почему мы не можем сразу сказать, будет ли там здесь вот такая ситуация, например, или будет, например, эта точка входить, а та не входить. И эти точки надо проверять отдельно, по тем признакам, которые мы уже обсуждали выше. В общем, мы не можем ничего сказать про эти точки, потому что для них как раз-таки вот эти признаки уже выдали единицу. Я вроде как-то пытался эту идею описать, но, по-моему, надо более явно объяснить. Смотрите, в чем суть? Когда у нас L больше единицы, это означает, что наши члены увеличиваются по модулю. То есть для положительных чисел это означает будет 1, там, плюс 2, плюс 4, к примеру, так? То есть члены увеличиваются, все, они расходятся. Для отрицательных это как раз-таки вот такую картину будет означать, что они увеличиваются по модулю, соответственно, они постоянно амплитуду свою увеличивают. Поэтому того факта, что они возрастают по модулю, нам уже достаточно, чтобы сказать, что ряд расходится. И мы находим, а в какой же точке равно L единице. И оказывается, что есть одна конкретная точка, один конкретный радиус, на который нужно отойти от нашей изначальной точки, чтобы вот эта L была равна единице. То есть я хочу найти, для какого расстояния от центра, от моей точки x нулевое, признак, ну вот, допустим, Даламбера будет выдавать единицу. Я говорю, хорошо, предел n стремящийся к бесконечности, а n плюс 1 к n. Ну, заменяем вообще, вот, а n же у нас это cn x минус x нулевое в степени n, соответственно, n плюс 1 это cn плюс 1 умножить на x минус x нулевое в степени n плюс 1. Ну, вот это сократится, получится просто скобка x минус x нулевое, и она не зависит от n, поэтому я вообще могу ее за предел вынести. А внутри получается предел cn плюс 1 к cn. И я говорю, что это должно быть единице равно, чтобы я нашел радиус. А радиус, кстати, вот как раз вот эта штука и является моим радиусом. Я выражаю отсюда x минус x нулевое. Говорю, что это, 1 делить на вот этот предел, либо я могу в этом пределе просто перевернуть эти два числа. То есть представьте, что, допустим, этот предел там равен 1 второй. Ну, то есть 1 делить на 1 вторую, я тут сразу запишу, что это там, допустим, двойка вот это. Я как бы сразу их перевернул. Мог бы записать, что это там 1 делить на там предел, это там cn плюс 1, а тут
просто cn, ну, неважно. И как раз таки x минус x нулевой это и есть мой радиус сходимости, то есть расстояние, на которое я могу отойти от точки x нулевой. То есть радиус сходимости равен предел при n стремящемуся к бесконечности cn делить на cn плюс 1. То есть коэффициенты перед скобкой x минус x нулевой. Теперь я могу также проделать с радикальным признаком. Предел при n стремящемуся к бесконечности корень n степени из n. Я могу это переписать как предел при n стремящемуся к бесконечности корень n степени из cn x минус x нулевой в степени n. Если я извлекаю корень, у меня n-ки уходят. Получается опять же x минус x нулевой, которая не зависит от n. Я опять могу за знак предела вынести. И получаю, что x минус x нулевой умножить на предел корня n степени от cn при n стремящемуся к бесконечности. И должно быть равно единице. Выражаю отсюда x минус x нулевое. Получаю, что x минус x нулевое, или наш же радиус сходимости, равен 1 делить на предел n стремящегося к бесконечности корень n степени из cn. Ну, давайте примеры разберем. Вот, допустим, вот такой ряд. На нем попробуем радиус сходимости вот по признаку Даламбера. То есть просто радиус будет равен предел n стремящегося к бесконечности cn делить на cn плюс 1. То есть, соответственно, коэффициент перед cn это будет 1 делить на n факториал, а перед cn плюс 1 1 делить на n плюс 1 факториал там будет, ну, в скобочках. Блин, что у меня фигня пишется какая-то. Вот. Соответственно, все благополучно сокращается, я получаю, что просто предел равен бесконечности. То есть этот ряд всегда сходится. Итак, рассмотрим другой ряд и рассмотрим для него радикальный признак. Радиус сходимости будет равен 1 делить на предел при n стремящегося к бесконечности корень n степени из cn. А здесь, ну, все коэффициенты равны единичке просто. Ну, то есть перед x в степени n что стоит? Ну, ничего не стоит, просто единичка везде. Соответственно, я получаю 1 делить на корень бесконечной степени из единицы, то есть просто единица. Соответственно, радиус сходимости равен единице, а уже минус 1 и 1, ну, надо вручную подставлять. Ну, кстати, мы уже этот ряд разбирали и видели, что будет при единице и при минус единице. При единице это будет вот такая штука, то есть которая расходится, а при минус единицы это будет минус 1, там плюс 1, минус 1, то есть тоже расходится, тоже, ну, ничему это не равно. Она будет колебаться. Ну, в общем, я думаю, все, мы основное тут разобрали с рядами. Думаю, должно быть довольно понятно.